В минувшие выходные зрители Санкт-Петербурга стали свидетелями концерта Кристины Орбакайте. До последнего мгновения витал вопрос, состоится ли запланированное выступление, учитывая, что во многих городах России предыдущие концерты дочери Аллы Пугачевой были отменены. Однако в этот раз Кристина Эдмундовна смогла успешно выступить, несмотря на некоторые комические моменты. На сцене певица запуталась в своем платье и прокувыркалась, а видео этого инцидента быстро охватило интернет. По окончании концерта, покидая концертный зал через служебный выход, Кристина столкнулась с толпой журналистов. Когда кто-то из репортеров поинтересовался у певицы, надолго вы приехали в Россию, Кристина на секунду задумалась, а потом, пожав плечами, выдала «я здесь живу». Дальнейшего разговора не получилось из-за охранников, попросивших не задавать звезде провокационные вопросы. Но этот ее ответ буквально взбесил людей. Врет и не краснеет. Самой-то не смешно врать людям в лицо. Все прекрасно знают, где ты живешь и как. Сама на песню года прилетела из Латвии или США, чтоб денег скосить, а сейчас говорит, она тут живет. Многие общественные деятели возмутились появлением Орбакайте на российской сцене. Так актриса Яна Поплавская, известная своим патриотизмом, отметила, что Орбакайте не высказалась о происходящем конфликте и не поддержала жителей Петербурга после нападения беспилотников. Актрису также раздражает тот факт, что билеты на концерт Орбакайте, которые плохо раскупались, приобретали государственные организации, тратя на это средства из государственного бюджета. Мы искренне надеемся, что Кристина не больно упала и с ней все хорошо. Но вот что точно хорошо, так это с ее семейным бюджетом, куда утекли деньги из бюджетов муниципальных образований, купивших билеты на ее концерт. Молодцы! Своих не бросайте! Горько иронизирует Поплавская, поскольку билеты продавались плохо и их закупали за счет государственного бюджета. Из местного бюджета Петербурга было выделено 2,5 миллиона рублей, которые, по данным сайта госзакупок, были потрачены на покупку билетов на концерт Кристины Орбакайте. Причем это уже второй подобный случай. Люди недоумевают, как получается, что женщина, которую подозревают в спонсировании неприятеля, спокойно проводит концерт в северной столице. В комментариях горожане выражают свое возмущение и требуют привлечь внимание Следственного комитета. По мнению многих, концерт дочери Аллы Пугачевой во втором по численности городе России вообще не должен был проходить. Кристина Орбакайте, как опытная артистка, уже давно привыкла к критике от своих соотечественников. Сложности, касающиеся финансов и репутации, пришли к ней еще прошлой весной. Влиятельные общественные деятели призывали органы власти провести проверку на предмет возможного финансирования враждебных элементов со стороны певицы. Данный запрос был направлен в Следственный комитет Российской Федерации от имени Ассоциации патриотических сил Юга России. Подозрения были весьма обоснованными. Орбакайте большую часть времени проживает в США и является гражданкой этой страны, она не делает заявлений о действиях России и редко появляется на родине, преимущественно с целью заработка. Когда была объявлена мобилизация, Орбакайте отправила своего сына Никиту Преснякова в Штаты, где он успешно получил американское гражданство. Вопрос о том, поддерживает ли Орбакайте неприятеля, остается открытым, но при подтверждении этого факта ее российские активы могут быть конфискованы. Тем не менее, как и у многих знаменитостей, которые покинули страну, у Кристины Эдмундовны в России основные активы давно уже переведены в США. Однако, судя по тому, как заботливо относятся к Орбакайте те, кто организовывает ей концерты в России и заставляет муниципалитеты покупать билеты за счет бюджета, оставшиеся активы певицы в безопасности. В закулисье ходят слухи, что интересы Кристины Орбакайте в России, включая ее возвращение на сцену, лоббирует ее бывший отчим Филипп Киркоров, которого, в свою очередь, поддерживает АП в лице Пескова. И несмотря на то, что у Филиппа Бедросовича сейчас свои проблемы, его связи на высоких уровнях остаются нерушимыми. И именно они помогают дочери примадонны по просьбе звездного артиста. А вот что на этот счет в своем телеграм-канале пишет Поплавская. Мне журналисты по секрету рассказали, что вся ивлеевская вечеринка и другие испугавшиеся собрались массово ехать в Донбасс, чтобы сразу оптом отмыть корзину грязных трусов, которыми они сверкали в мутаборе, и белья, обгаженного сразу после начала конфликта. Хорошо известно, что такие акции невозможно организовать без согласования с АП и Минобороны, потому что идеология и безопасность на первом месте. Но если им и правда дали зеленый свет на это мракобесие, вопросов больше не осталось. Тогда мы все понимаем, что пятая колонна решила положить свою карьеру на реабилитацию Киркорова, Лолиты, Ивлеевой и далее по списку. Но справедливости ради, тогда и Собчак с собой берите, все-таки одним миром мазаны. Все-таки самая умная и образованная из вас. На этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.
Всем пока!